Армения и Индия выходят на новый, более глубокий уровень оборонного сотрудничества, который постепенно трансформируется из обычных военно-технических поставок в формат долгосрочного стратегического партнерства с элементами совместного производства вооружений. По данным издания The New Indian Express, стороны изучают возможность создания совместных предприятий по разработке и производству военной техники, что может стать одним из самых значимых направлений двусторонних отношений за последние годы. Переговоры проходили в ходе визита начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенанта Эдварда Асряна, который недавно провел серию встреч с высшим военным руководством Индии. Примечательно, что данное событие оказалось в тени новостной повестки Армении на фоне активного обсуждения предстоящего Европейского саммита в Ереване и ожидания визита европейских лидеров. В переговорах участвовали начальник штаба обороны Индии, руководство военно-воздушных сил и представители оборонного секретариата. Обсуждения охватывали широкий спектр вопросов, от модернизации армий до углубления технологического взаимодействия в сфере вооружений. Одним из ключевых элементов переговоров стала идея перехода от модели «покупатель-продавец» к модели совместной разработки и локализации производства. В частности, обсуждается возможность создания совместных предприятий, которые могли бы заниматься не только сборкой, но и адаптацией индийских оборонных технологий под конкретные потребности армянской армии. Такой подход предполагает более глубокую интеграцию военно-промышленных комплексов двух стран. На фоне этих процессов обсуждается и расширение конкретных направлений вооружений. Среди наиболее упоминаемых позиций индийская тактическая квазибаллистическая ракета класса «Земля-Земля» «Пралай», которая рассматривается как возможный элемент усиления оперативно-тактического потенциала Армении. Также обсуждаются системы ПВО, включая комплексы средней и большой дальности, а также интеграция авиационного вооружения, в том числе ракеты «Астра МК-1». Отдельное внимание уделяется авиационному компоненту и модернизации существующего парка истребителей Су-30СМ, находящихся на вооружении Вооруженных сил Армении. Источники указывают, что обсуждаются возможные обновления авионики, систем управления вооружением и расширение номенклатуры применяемых ракет «Воздух-воздух». Не менее важным направлением является развитие многоуровневой системы противовоздушной обороны. В ходе переговоров с индийской стороной обсуждалась архитектура ПВО, включающая раннее обнаружение, противодействие беспилотным системам, радиоэлектронную борьбу и перехват воздушных целей на разных дистанциях. Такой подход отражает современную тенденцию к созданию интегрированных систем обороны, а не отдельных разрозненных комплексов. Армения уже стала одним из крупнейших покупателей индийского вооружения и входит в число ключевых экспортных партнеров индийского оборонного сектора. Общий объем заключенных контрактов оценивается более чем в $1,5 миллиарда, и ожидается дальнейший рост этого показателя по мере подписания новых соглашений. Поставки включают широкий спектр систем: реактивные системы залпового огня «Пинака», зенитные комплексы «Акаш», радиолокационные станции «Свати» для контрбатарейной борьбы, средства противодействия беспилотникам, боеприпасы и вспомогательное оборудование. Такой набор указывает на системную модернизацию вооруженных сил, а не точечные закупки отдельных образцов техники. Параллельно с этим усиливается и сама индийская оборонная промышленность. Индия в последние годы демонстрирует устойчивый рост экспорта вооружений, особенно в сегменте беспилотных систем, которые становятся одним из ключевых направлений развития отрасли. Рост интереса к дронам связан с изменением характера современных военных конфликтов. Беспилотники окончательно закрепились как важный элемент разведки, целеуказания и ударных операций. Их массовое применение в региональных конфликтах показало, что относительно дешевые системы могут оказывать значительное влияние на ход боевых действий,
что резко увеличило спрос на такие технологии. Индийские компании, включая Solar Industries India, Idea Forge, Zen Technologies и ряд новых стартапов, активно наращивают экспортные поставки. Многие из них используют фактор боевого опыта своих систем как конкурентное преимущество на международных рынках. Существенную роль также играет ценовая политика. Индийские системы зачастую значительно дешевле западных аналогов при сопоставимой функциональности. Особенно активно развивается сегмент средних тактических беспилотников, где Индия занимает нишу между дорогими западными платформами и массовыми китайскими решениями. Например, дроны класса Mile индийского производства могут стоить сотни тысяч долларов, тогда как аналогичные американские системы достигают десятков миллионов долларов. Это делает индийские разработки привлекательными для стран, стремящихся модернизировать вооруженные силы без чрезмерной нагрузки на бюджет. Дополнительным фактором роста является изменение глобального восприятия беспилотных систем. Опыт различных конфликтов, включая Ближний Восток и Восточную Европу, показал, что дроны стали полноценным элементом современной войны, а не вспомогательным инструментом. Это стимулирует спрос на экспорт индийских решений, включая системы разведки, перехвата и радиоэлектронного подавления. На этом фоне усиливается и геоэкономическое значение Южного Кавказа. Из-за нестабильности на Ближнем Востоке и рисков для традиционных морских маршрутов все большее внимание уделяется альтернативным транспортным коридорам, соединяющим Азию и Европу. Одним из таких маршрутов является так называемый «Средний коридор», проходящий через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Он рассматривается как альтернатива северным маршрутам и южным путям через Иран. Однако его инфраструктурные ограничения и зависимость от политической стабильности в нескольких странах делают его уязвимым к внешним шокам. В этой логике Армения потенциально может занять более заметную роль как дополнительное звено логистической сети. Ее географическое положение позволяет рассматривать страну как возможный транзитный узел между Ираном и Черным морем, а также как часть более гибкой многомаршрутной системы поставок. Однако на практике этот потенциал пока остается ограниченным из-за закрытых границ, политических факторов и недостаточного развития транспортной инфраструктуры. Тем не менее, в условиях глобальной турбулентности и роста конкуренции за устойчивые логистические маршруты значение альтернативных направлений может резко возрасти. В таком сценарии Южный Кавказ в целом может получить дополнительную стратегическую значимость, если страны региона смогут обеспечить предсказуемые условия транзита и развить инфраструктуру. Параллельно с внешнеполитическими и экономическими процессами внутри Армении продолжается модернизация вооруженных сил. Правительство утвердило изменения в системе надбавок для подразделений специального назначения, а также пересмотр выплат для военнослужащих, несущих боевое дежурство на новых линиях соприкосновения, сформированных после событий 2020 года. На реализацию этих изменений в 2026 году планируется выделение около 3,5 миллиардов драмов из государственного бюджета. Реформа направлена на унификацию системы выплат, повышение прозрачности расчетов и усиление привлекательности службы в подразделениях спецназа, разведки и боевых операций. В целом, все эти процессы – углубление армяно-индийского оборонного сотрудничества, рост роли беспилотных технологий, трансформация глобальных логистических маршрутов и внутренние военные реформы формируют новую многослойную реальность, в которой Армения постепенно усиливает свою стратегическую гибкость и вовлеченность в различные региональные и глобальные процессы. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и нашего региона.